Так, намечается какая-то заварушка. Вчера в 10 часов вечера звонит мне товарищ и говорит: а погнали завтра с палатками. Ну, я долго не думаю, говорю: погнали. И вот теперь мы будем это расхлебывать. Вот, теперь полностью заряженный велосипед. Едем в Гданьск. Маршрута, естественно, пока нету. Потому что собрались мы в 11 вечера. Ну, решились, я имею в виду. За это время мы успели только собрать вещи, что потенциально сегодня в программе. Мой любимый фрагмент R10 по косе. Город Гданьск. Я надеюсь, что не в программе то, как я сегодня мерзну в палатке, потому что экипа у меня на такую погоду нет. И приходится придумывать что-то. Я взял 2 спальника и 2 коврика. Что из этого выйдет, я не могу сказать. Наш маршрутик сегодняшний начинается с Гданьска. Вот мы доехали. Сейчас по центру здесь поковыряемся с людьми и поедем. Построил, короче, маршрут в ППХ. И мой планировщик маршрута киданул по прямой. А оказалось, что это паромная переправа. И ладно бы это была просто паромная переправа, но она не работает сейчас. И нам крюк 20 километров сейчас ехать придется. Какая-то контринтуитивная дорога, мы просто едем по встречке, по шоссе. Я не знаю, ну разработчики велодорожки решили, что это хорошая идея. Короче, беда не приходит одна. Пока ехали этот круг 20 километров, я еще и пробиться умудрился. Уже 2 раза подкачивал, еле-еле нашел там порез, но нашел. Подзадержал нас, конечно, вот этот перегон из-за парома. Придется, скорее всего, палатки ставить по темноте, что не самое приятное занятие. Ну, главное сейчас найти, где покушать и какое-то место, где можно палатку кинуть. Да, все потихонечку начинает превращаться в какой-то пердолинг. В той деревне, в которой мы думали, остановимся поесть, вообще ничего нету. Даже магазина какого-нибудь. Да, с рогами видел там такие? Напердолили мы, конечно, лишних километров. Мы доехали до, чуть дальше. Но зато здесь есть островок с цивилизацией, и мы здесь сейчас поедим. Ну что, ищем место под палатку. Пока что по горам лазим. Дороги прям сташик. .00:30. Что-то мы достаточно долго по ночному лесу искали, где
поставить палатки. Ну, в целом нашли. Вроде место хорошее тут до моря. 10 метров буквально до берега. Крутяк вообще. Доброе утро. Так, по-моему, все окей. Расскажу, наверное, немного про вчерашний день. В целом мы планировали проехать около 50 километров. Мы приехали в Гданьск на поезде, поездили там, посмотрели и поехали по маршруту. Ехали. Ну, по Гданьску мы ездили так расслабленно и никуда не торопились. Потому что знали, что нам, ну, условно, мы после того, как с Гданьска выедем, там 20 километров, а это, ну, час, ну, полтора, окей. Ну, оказалось так, что планировщик маршрута привел нас на паром. А, как вы уже знаете, паром не работал. Из-за этого нам пришлось ехать на ближайший мост, а это 10 километров в одну сторону. Ну, то есть, по факту, чтобы перебраться через реку, нам нужно было сделать круг в 20 километров. По карте там были деревушки, какой-то там Микошево, не знаю, Янтар. И мы думали, что, ну, раз это такие туристические деревушки, то точно что-то будет из там еды или магазинов хотя бы. Ну, приехали мы в первую деревню, там вообще глухо, ничего вообще нету. Просто даже магазина нету. Принимаем решение ехать в Янтар, а там уже, ну, до закрытия магазинов там остается по полчаса где-то. В Янтаре тоже все закрыто, не сезон. Один магазин работает. Ну, мы думаем, ладно, возьмем там воду хотя бы. На всякий случай. У нас с собой сублиматы. Если что, мы бы просто сублиматов сделали, да спать пошли. Посмотрели, что есть еще дальше населенный пункт, называется Стегна. И вроде как там что-то работает. И это еще 7 километров. И летим туда, потому что заведение работает до 10. А там уже что-то около 9 вечера время. Приезжаем, и оно работает. Мы взяли себе еды, поели. И в целом были довольны. Вот. Единственное, конечно, что пришлось ставить палатку по темноте. Но, ну, пошарились мы по лесу там около часа с фонарями. Что-то, ну, это было, конечно, весело. Но в итоге, ну, результат как будто неплохой. Мы нашли неплохое место. И там упали. Ну, было тепло в целом. Я даже как будто летом иногда больше подмерзал. Все-таки хороший коврик. Вот мне Антон дал коврик на минус 10. Хороший коврик делает действительно хорошие вещи. Мы с велосипедами, короче, вот по всем этим буреломам лазили. Ну, благо, что нашли в итоге что-то. Сегодня у нас пока плана нет, но есть два направления. Первое — это поехать на Краницу Морскую дальше и вернуться до Гданьска. Это будет 110 километров. Либо сменить морские вайбы и поехать в Мальборг. Там какой-то замок, огромный замок. Он то ли самый большой в мире кирпичный замок, то ли в Европе, я точно не уверен. И с Мальборга потом в Чев. В Чеве транспортная развязка хорошая. Оттуда мы сможем добраться до Быдгощи. Главное успеть по времени.
Так, но решили все-таки ехать в Мальборг и Чеф. Чуть-чуть мы, конечно, задержались в начале дня, сейчас нагоняем. Приближаемся к городу Мальборг. Нам так хорошо повезло с ветром, и попутным ветром достаточно быстро доехали. Едем в Чеф. До поезда 2 часа. До Чефа 20 километров. Надо еще посмотреть Чеф, найти поезд и добраться до дома. Подъезжаем уже к Чеву, вроде успеваем на поезд. И так немного грустновато, конечно, что заканчивается такое путешествие. Но весело, что вроде как мы успеваем на поезд. Не придется ничего придумывать экстраординарного. Еще жаль, что нету времени посмотреть, что в Чеве интересного. У нас тут буквально полчаса, чтобы найти перрон и вокзал сам.